Всех приветствую, друзья, и это большой и самый честный выпуск про Майами. Для начала поставьте лайк этому видео, и мы начинаем. Когда я готовилась к съемке этого ролика, я посмотрела много видео на ютубе. Во-первых, все они были старые, во-вторых, уже не актуальные, и в-третьих, скучные. По типу «Смотрите, мы живем в Майами, тут тепло круглый год и пальмы». Но я-то знаю, что блогеры показывают вам только красивую картинку, а про остальное умалчивают. Мы с вами будем идти от самой южной точки, где находится пирс, дойдем до виллы Версачи, заглянем в русский район Санни-Айленд и завершим прогулку в центре Майами. Начну я, как обычно, с плюсов. Климат здесь субтропики, вечное лето, пальмы, животные ходят по улицам. Кого я только не встретила. Белок, игуан, ящериц, каких-то странных уток, маму с утятами. И первый день в Майами мне повезло увидеть ламантинов. Это очень интересное животное, морская корова. Ближайший к нему родственник, как ни странно, слон. Ламантины безобидны для людей, они травоядны. На самом деле климат Майами может быть и плюсом, и минусом. Полгода здесь нереальная жара, и на улицу просто не выйдешь. Мне повезло, и я здесь была в конце марта, начале апреля. Это конец приятной, не изнуряющей жары. Но все-таки еще жары. Еще в первую неделю были дожди, и было вообще прохладно. Все картинки, которые вы видели в интернете про Майами, это всегда Майами-Бич. Здесь, в Америке, интересно работает система с городами. Каждый район хочет стать независимым и отсоединяется от основного города. Поэтому, например, в Беверли-Хиллз, который в Лос-Анджелес, так безопасно и чисто. У них нет бомжей, своя полиция, своя администрация, или как это называется по-американски, я не знаю. Абсолютно противоположная система с нами. Так вот, про Майами-Бич. Все стараются вылезать Майами-Бич до блеска, чтобы туристы приезжали и уезжали довольные. Я постоянно видела, как подкрашивают бордюры, прибираются. Туристов здесь очень и очень и очень много. Это, наверное, плюс для работников туристической сферы, рестораны, отели, экскурсии и все остальное. Следующий плюс — это океан. Он теплый, в отличие от Тихого океана. Можно покупаться, линия пляжа широкая, песочек беленький, пляжи все общественные. Ребятки, а это вилла Версачи. Блин, как я давно хотела сюда попасть, в это место. Ой, так прикольно, там сверху девушка фотографируется. Видимо, тут можно снять номер. Мне не разрешили поснимать просто так, но можно сесть за стол, и тогда ты можешь снимать все, что хочешь. Естественно, я захотела сесть за стол. Сейчас мы пойдем внутрь. Ну вот, я внутри спускаюсь по красивой лестнице. Посмотрите, какое шикарное. Все, какое все шикарное, я не могу, мне так все нравится, так красиво. Да, конечно, этот Версачи, я вам скажу, нехило жил. Иметь такой особняк, собственную виллу на Ocean Drive, каждый день плавать в этом чудном бассейне, наслаждаться этой красотой, пальмами, еще и жить через дорогу от океана. Как вам место? На первое блюдо я себе заказала просто буррату. Ничего необычного. Буррата, руккола, базилик и помидорки. Меня посадили прям рядом с персоналом. Прям как знали. Свои к своим, короче. Второе блюдо у меня паста с лобстером. Ребятки, знаете, что хотела вам сказать? Это такое клевое чувство, когда ты видишь какое-то красивое место на картинке, и оно кажется таким недостижимым для тебя, и ты приезжаешь и здесь оказываешься. Это просто удивительное чувство. Короче, ребят, я уже поела, заплатила. Я реально всем рекомендую это место. На самом деле я думала, что здесь будет очень дорого, типа а-ля там $70 за блюдо, но в основном меню, естественно, такое дорогое, но у них есть ланч, который стоит $38. Ты можешь получить закуску, горячее и еще десерт. Но туда не входят напитки. А, нет, входят напитки. Да, бутылка воды у меня была бесплатная. Я так обожралась в этом ресторане, что я просто прилегла на травку. И вообще не хочу никуда идти. Меня, конечно, прикалывает, как здесь стоят на Ocean Drive полицейские прямо на газоне. К сожалению, для них даже никакой парковки не предусмотрели, потому что здесь для велосипедистов и узкая-узкая тропиночка для машин. Я просто не могу. Посмотрите, что. Посмотрите, что океан.
и сильный ветер сделали с моими волосами. Они просто как из жопы. Вот там улица Ocean Drive, и здесь мы буквально чуть сворачиваем. И вот такой красивый, в кавычках, отель. Прям с улицы вход. Вот здесь окно в ванную. Прям вижу, там шампуньки стоят. Здесь же у нас, значит, воткнут кондиционер. Как вы думаете, вот это, как по мне, это пережиток, конечно, уже прошлого, делать такие отели или даже гостевые дома, или, например, какие-то жилые помещения. Ну, это полный отстой, потому что, во-первых, непонятно, кто к тебе может забраться. Здесь посмотрите просто, какая дверь. У нас такие делают межкомнатные двери, а здесь как бы входная группа. Стекло это разбивается на раз-два, и, соответственно, любой человек может к тебе попасть. Безопасность, уровень 0. Здесь везде кафешки, но выглядит все это вообще некрасиво. Вот эти скатерти, кафешка на самом деле это итальянская. Вот эти скатерти, ну это просто какой-то пережиток прошлого. Не хватало еще, чтобы они были из клеенки. Блин, походу, что не хочу трогать, но они из клеенки. Блин, ну это просто какой-то отстой. Я не помню, в начале 2000-х у нас уже, наверное, такого не было, чтобы скатерки были из клеенки. И вот такая клетка идиотская. В Италии вообще уже таких ресторанов давно нет. Мы с вами приехали в район Санни-Айленд. Это самый русскоговорящий район в Майами. Вот эти домики, которые вы видите сзади меня, я надеюсь, что вы их видите, потому что у меня камера перевернута, я не вижу, что вы там видите. Они сдаются в аренду на Airbnb. И там однокомнатные, даже не квартиры однокомнатные, а студии сдаются. И стоят они $1300 на неделю. Вот такие расценки в Майами. Ну, зато здесь, конечно, до пляжа идти минут 10. Здесь на Санни-Айленд есть несколько русских аптек. Даже написано по-русски. И там реально товары есть и из России, и из бывших советских стран. Стоит $15. Для носа $18. Ну, короче, такой ценник. Я в русском магазине. Посмотрите, что я нашла. Русская картошка. Причем это что такое? Есть вкус в России? Русская картошка с начос. И очень интересно эти палочки кукурузные. Ну, вот этот, кстати, кефир делают уже здесь, в Америке. Его блогеры пьют, типа, что это очень полезно. Короче, все распробовали кефир теперь. Это так забавно на это смотреть. Для нас, для людей, которые пили кефир всю свою жизнь. Творог $8. Это еще прибавляется налог штата. Это творожная масса. Кто такое любит? $11. О, вот эту штуку я ее обожаю. Я в России ее постоянно раньше ела. Вот этот Kinder Pingvi и вот это вот Макс. Но здесь их нигде, кстати, не продают. Ни Пингви, ни вот этот я нигде не видела. Здесь он стоит почти $3, $2,5. Куда же без нашей селедочки вкусной? $10, $7. Морская капуста. Морская капуста везде дешевая, даже здесь. О, вот это вкусно. Вот это вкусная рыбка. Это кто у нас? Это кто? Напишите. Это скумбрия? И стоит она $13. Этот отдел, в который я никогда не зайду, с кучей колбас. И, конечно же, наш вкусный майонез, потому что здесь майонез тоже невкусный. Мы покупали вот этот махеев с перепелиным яйцом. Конечно, он отличается в 1000 раз. Сколько в России сейчас стоит доширак? Здесь, получается, $3 он стоит. Это по курсу сейчас где-то 250 рублей. А в России сейчас сколько дошираки стоят? Напишите мне. Вкусный нарзанчик у нас стоит $4. И синтуки тоже $4, но маленькая уже птучка. Галина Бланка, кстати, в Мексике они просто обожают везде добавлять вот этот куриный кубик. Мне кажется, у нас в России уже, наверное, его никто не использует. Хотя где-то в 90-х я помню, что мы постоянно ели эту Галину Бланку в начале 2000-х. Я даже разводила так кубик в кружке и туда кидала хлебушек и кушала как супчик.
И вот такую хрень маги в Мексике тоже просто обожают. Такой типа усилителя вкуса. Соль стоит 4,5-4 доллара. Сода стоит 4,5-3,5. И наши разные соленья. Здесь очень популярны маринованные огурцы в Америке, но они просто отвратительные. Я пробовала прям несколько раз, и они были невкусные. Единственное, мы покупали один раз из Европы, я уже не помню из какого города, из какой страны, такие маленькие корнишоны, вот типа вот таких. Они были вкусные, но они, естественно, стоили в 2 раза дороже. А которые их местные, они такие больше похожи на кабачки, очень водянистые, и у них всегда кислый-кислый рассол. А помидорки, вот такие помидорки, вообще в Америке они не едят. Хотя я обожаю помидорки вот такие засоленные. Квас стоит 6 долларов. Настоящая неподдельная боржоми за 3 доллара. Дорого, кошмар. О, это мой любимый отдел со шпротами. Кстати, здесь... ну здесь вот написано шпроты и сардины. Ну, сардины я тоже люблю. 5 долларов за красивую баночку в стекле. Вкусные пельмешки 17 долларов. Это с лососем дорогие. Есть за 7 долларов, есть за 10. Короче, разные цены. Где-то примерно 10 долларов. Вот такая сибирская коллекция вареники. Ну, какие красивые. Какая упаковка шикарная. 8 долларов. Также здесь очень много всякой готовой еды. Блинчики, шашлыки, салаты. Даже американцы здесь закупаются. Представляете? Им нравится даже некоторым наши еда. А еще здесь есть киндер яйца за 3 доллара. Ну и завершаю я свой рассказ, конечно же, Баунти, потому что почему-то в Америке не продается Баунти. Только в русских магазинах ее можно купить. Стоит она 2 доллара. Вы сейчас будете ржать, конечно, что я купила в этом русском магазине. Но это, это единственное, что мне нужно, вот правда. Это чай. Просто зеленый чай. Потому что я не могу здесь его найти. Когда мы были в Сиэтл, там есть большой китайский квартал. Там даже, кстати, вывески были на китайском. И там очень много чайных, крутых магазинов. В России такие тоже есть, но здесь в Америке это вообще не популярно, потому что это просто никому не нужно. И вот мы там тоже закупались огромным количеством чая, но, к сожалению, он уже закончился. Мое любимое занятие — разглядывать, сколько стоят здесь квартиры. Ну, естественно, это все квартиры, которые находятся на первой береговой здесь линии. Это стоит 1 миллион 590. В Трамп Тауэр, это вот здесь напротив. Это у нас это трехкомнатная. Это большая квартира, она стоит почти 7 миллионов. Здесь 3 комнаты. Тоже 3 комнаты. Ну и переходим к лакшери. Здесь у нас 5-комнатная квартира, которая стоит 10 миллионов. Ну что, пожалуй, плюсы закончились. Поговорим о минусах. Ну, не могу я ничего с собой поделать. Такая у меня натура. Я всегда умею находить быстрые минусы. Общественный транспорт в Майами не сильно развит. Метро здесь нет, трамваев тоже. Есть только автобус и какой-то их там местный монорельс. Я на нем даже не каталась. В автобусах очень холодно, беспощадно просто дует кондиционер. Я потом уже стала брать с собой кофту. В один день я поехала в торговый центр, и доехала я на такси, а вот обратно я час ехала на автобусе до какой-то электрички, которая ходит раз в час и стоит она $30, поэтому я не стала, конечно же, ее ждать и поехала еще час на такси. Вот такие расстояния огромные в Майами. Поэтому следующий минус вытекают из первого. Это пробки. Город очень перенаселен, толпы просто людей на улицах, жуткие пробки. Весь город в хайвеях. Хайвеи — это скоростные дороги в Америке, где разрешенная скорость больше 100 км в час. Они сделаны как мосты, и их здесь так много. Выглядит это вообще ужасно и портит, опять же, внешний облик города однозначно. Пешком тут вообще не походишь. Во-первых, жарко, во-вторых, не везде есть тротуары. Я, конечно, не могу поверить, что я сейчас это вообще говорю. На дворе 2025 год. А в Америке до сих пор не научились встраивать тротуары в инфраструктуру города.
О, мои любимые бомжи. Конечно же, тут они тоже есть. Я их встречала и на Майами-Бич, и в остальных районах. Единственное, они не строят палаточных лагерей, как в Калифорнии. Также мне не нравится, что они используют общественный транспорт как средство охлаждения и могут кататься весь день бесплатно. После таких поездок хочется помыться, конечно. В Майами очень непредсказуемые осадки, ливень может начаться просто за секунду. Также, конечно, есть большие риски тайфунов, ураганов и так далее. После дождя здесь все затоплено, вода еще уходит несколько дней. Но здесь я хочу вам показать реальный Майами. Это один из опасных районов. Не спрашивайте, что я там делала, оказалось, я совершенно случайно, и пришлось, конечно же, прогуляться. Посмотрите на эти заколоченные магазины, все закрыто, ничего не работает, вывески, как из прошлого века, все старое, грязное, вокруг валяется мусор, просто постапокалипсис. Пока я шла, все машины мне сигналили, и я решила, что надо сваливать. Майами немного отличается своим менталитетом от других городов Америки. Я заметила, что здесь у женщины обязательно должна быть дорогая сумочка. И в 90% это будет Шанель. Не знаю, почему Шанель. Ляпистая брендовая одежда и напыщенный взгляд. Здесь не принято брать собаку из приюта. У всех самые роскошные породы. Объясню. Обычно в Америке люди берут собак из приютов. Я очень много видела богатых людей с такими собачками. Но здесь это не статусно, не модно. Согласитесь, чем-то похоже на нашу Москву, где все пытаются казаться теми, кем не являются. За год в Америке я уже отвыкла от такого, вообще забыла про бренды, потому что одежда здесь не представляет из себя какой-то роскоши, а дорогую машину может любой купить в кредит. Так вот, подытожим. Майами — это как Москва в начале 2000-х. Бесконечные тусовки, алкоголь, запрещенка. Все пытаются вылезти из кожи вон, чтобы показать свой статус, которого может даже и не быть. Ну а понравился вам Майами или нет, пишите в комментариях. Я хочу снимать для вас больше контента, поэтому поставьте лайк и напишите комментарии.